Добрый всем. Сейчас обзорчик перфораторов. Получается, я приобрел новую версию Milwaukee, бесщеточный маленький перфоратор на серии 12. И вот хотел с вами поделиться мыслями и такой небольшой обзор. Тестов не будет, но будет, может быть, для вас более полная информация. Сначала я приобрел такой перфоратор. Это довольно-таки мощный перфоратор от Bosch. Он 3,2 джоуля. Называется он GBH 228F. Он идет со сменным патроном. Можно менять патрончик на обычное сверло. Очень неплохое, но он очень мощный. То есть он такой работяга. Поработал я ним немного. Одно время так история такая. То есть надо было в квартире дюбеля пробить, и мне знакомый дал зеленый Bosch. И я ним вообще так намучился, одно-два отверстия. У нас нет бетонных стен, у нас стены идут кирпичные, но очень тяжело на ним было. Там получается 0,9 вроде джоуля, а здесь 3,2 джоуля. Ну и в итоге я решил купить его, покупал его в Германии, купил его очень дорого в магазине Hellweg, там все дорого. Все, что в Hellweg, все дорого. Получается, он идет в кейсе со сменной головкой и с бурами. Буры идут обычные, вот такие идут буры бошевские, но обычные. Сейчас вам расскажу, в чем момент. В общем, проблема извечная, это кабель плюс вес. То есть одной рукой невозможно работать, так как это мощная машина. Потом пришло время мне немножко ним поработать на стройке, на своей плитку отбивать. Да, это вот он неплохой. То есть мне дали Hitachi тяжеленный, и вот Бошек оказался очень-очень даже неплохо по работе. Он быстренько работает, классно. Он не бочковой, видите, как он такой обычный идет. Так что мое впечатление хорошее, но так как он в основном работа моя по дому или где-то еще, это розетки и дюбеля, потому я он у меня больше лежит, чем работает. На смену ему пришел вот этот аппаратик. Купил я его в Lidl, даже не в Lidl, я заказал их в интернет-магазине Parkside. Первое, что приехал он, получается, оснастка не зажимает. И я, кстати, так и не смог его побороть по оснастке. Получается, раскрутил патрон, там шарик, который захватывает, да, бур. Он в итоге сильно большой люфт. То есть я его поставил, все, он стал зажимать, буквально проработал месяц и опять перестал зажимать. То есть он вставляется, но время от времени там остается в отверстии. Но то, что форм-фактор, да, форм-фактор очень классный, он в одной руке лежит, у него где-то единица идет, единица или 1,1 джоуля идет. Это прям супер у него. И за счет этого я ним насверлил, в общем, очень много отверстий. Он не очень зашел. В свое время я еще купил не гайковерт, а трещотку на аккумуляторе. И как бы в паре они были нормальные. Я еще тогда думал расширять. Но столкнулся с Парксайдом в плане качества. Качество всего, что здесь идет, оно все не очень. Батарея слабо держит, выскакивает оснастка. И, в общем, я трещотку свою продал по-быстрому, а перфоратор оставил, так как не было ему замены. Потому что в Milwaukee тогда обычный щетковый перфоратор, что-то он подскочил и стал стоить каких-то нереальных денег. А когда он падал в цене, у меня же там денег не было, ну и, в общем, так мы его и юзали. Тут даже скоба есть. Сейчас он у меня на продаже, но пока еще никто даже ни разу не позвонил и не спросил. Но я вам скажу, что по форм-фактору он прям супер. Но батарея у него слабенькая. То есть надо какая-то там 4 или больше. Это обычная там двушечка у него.
Самая простая. Потом я купил вот эту вещь, про которую мы сейчас и обзор делаем. Это у нас от Milwaukee перфоратор. Уже идет второе поколение бесщеточный. И самое-самое-самое главное, что тут есть удар. Понятно, что в таком маленьком какой там будет удар. Но на самом деле здесь удар неплохой. Так, чтобы отбить какую-то штукатурочку, не бегать с молотком, да. То есть такие простые работы. Молотком, зубилом, тук-тук-тук, подбил и все. Вот эта вещь заменяет это. Это вообще отлично. Еще, кстати, не пробовал так ее сильно пользоваться. Она, видите, практически новая. Так, что с ней я уже делал, с перфоратором делал. Так, я бил дюбеля, бил в потолке дюбеля, и дюбеля были по длине где-то по 8 сантиметров длина их была. Такие они были глубокие. У нас кирпич и попалась кирпич плотный. То есть где-то может быть стяжка плотная или что, я не знаю, как там. Ну, в потолке получается несколько отверстий просто вообще не бились. Рассказываю интересный момент. Получается, я пользовался батарейкой троечкой. Сами видите, форм-фактор очень-очень-очень отлично. Но через некоторое время, буквально после 3 таких тяжелых отверстий, 3 тяжелых, то есть я набил где-то легких 4 штуки или тоже 3, и 3 таких тяжелых прям. Батарея начала очень сильно просаживаться. Я такой, что такое? Раз, смотрю, а там всего одно деление. И я шестерку поставил. Height out у меня М12 пока еще нету батареек, но у меня и старая шестерка. На шестерке он отлично работает. Не знаю, как на Height out, думаю. И еще момент. Получается, когда вы ним бурите, и появляются сложности, да, то есть он медленно начинает бурить, он какой-то турборежим включает. Почему? Потому что у него идет усиленный удар. И это прям сразу чувствуется. Ты когда забуриваешься ним, такой звук дук-дук-дук-дук, потом как ух, и прошел. Это прям очень мне сильно понравилось. Прям это классная тема. Так, что касается ручки, ручка немножко закрывает. Видите, тут 3 светодиода, внизу один и 2 сбоку. Оснастка отлична. Ограничитель тоже отлично. То есть это, да, еще минус, у Parkside ограничителя нету. А у Bosch я столкнулся с тем, что как-то они не проработали с этим ограничителем. Получается, ограничитель работал у меня только на несколько отверстий правильно. А потом просто от вибрации он назад идет. И это вообще очень даже не очень. Не, я ним пользуюсь, но я примерно маркирую его, потому что он сдвигается сам по себе. Здесь такого не было. Здесь вот прям первая работа, отлично, все. Ну, посмотрим потом. Да, порадовала крюк. Вначале думаю, зачем он мне надо, этот крюк? Зачем мне надо? Так как я просто где-то внизу его там пробовал туда-сюда. Теперь смотрите момент. К примеру, с маленькой батареей, он вообще легкий стоит, супер легкий, прям вообще. Так, и теперь есть такой пояс. Вот здесь. Это у меня от All Build. Время от времени его использую. И просто мы цепляем его здесь. И прям нормально. То есть получается, я как делаю. С одной стороны у меня есть кобура. Где она там, эта кобура? Я цепляю шурик. Вот сюда шурик кидаю. А с другой стороны кидаю перфоратор. И они как переваживают один другого. Вообще отлично. И я прям заценил. Прям залезаешь, все нацепил и работаешь себе. Это прям тема. Да, кстати, многие знают, что я как бы топлю за метабой. У меня метабы очень много. Еще прибавилось у меня, еще буду снимать, очень много прибавлялось. То есть, но момент такой, что я у метаба не нашел. У них есть серия маленькие перфораторы, но у них нет удара. Это очень важно для меня. Это стало прям важным фактором.
Хотя по весу он одинаковый, с маленькой батареей, возможно, там с 4 он будет по весу примерно то же самое. Но у них нет удара, у них нет новой серии нету, это у них перфоратор выходил 3 или 4 года тому назад. Это у них типа считается новинка, да, но она идет без удара, так что такое. Так что по поводу батареек скажу так, что здесь эта батарейка годится, если вы бьете мягкий кирпич и штукатурку какую-то, то есть троечка. Говорят, что они подобны Hideout 2,5, но есть и за и против. То есть есть люди, которые говорят, что 2,5 лучше тройки, есть говорят, что такая же, как тройка. У меня нету, я не могу определить. Я знаю точно, что шестеркой он работает хорошо. Шестеркой он работает даже супер. Но с тройкой я тоже работаю. Так как мелкие работают без проблем, можно быстренько, но шестерку надо держать. Теперь немножко информации про буры. Если вот эта махина мощная, вообще и без разницы какие буры, бурит все. У меня были, получается, с ними в комплекте были буры. Я этого не знал. Я когда покупал комплект, он запечатанный был, и не было описания, что с ним идет буры. Скорее всего, это надо было смотреть на сайте, какая комплектация. И с ними и шли обычные буры, да, то есть они идут, вот как бы, два угла у них идут. И все, но это уже такой убитый бур. Это шестерка у меня. Шестерка. И я в свое время докупил от Bosch отдельно не профессиональную серию, а обычная у них когда-то была серая серия. И докупил другие буры, они в белом комплекте. И они уже идут, извиняюсь, упала. И они уже идут, видите, четырехконечные. И вот эти буры, прям с этим перфоратором бомба. Потому что те буры с двухконечные, он тяжело с ними борет. Хуже, намного хуже. Ну, там и бур такой уставший. Этот я взял, он как по маслу. Такой, как типа Хилти делает их. Прям. Если слабенький перфоратор, берите вот такие буры четырехконечные. Они отлично работают. Все, в принципе, такой небольшой обзор. Если понравилось, ставьте лайки. Всем пока-пока.